догадались, вы смотрите продолжение наших видеоизысканий в рамках проекта City. Накануне вечером, обсуждая наши планы, мы решили пойти уже проверенным путем и попытаться максимально разузнать обо всем, зайдя в первую попавшуюся аптеку, как мы уже делали в прошлый раз в Бельце. Однако... Зашли в пару аптек, бесполезно, не знают ничего ни о программах снижения вреда, не знают ничего где можно пройти тестирование. Вот пробуем дальше пройти. Вот еще одна аптека. К сожалению, воскресенье сегодня не работает. Не знаю, что делать. Единственный, наверное, вариант останется прийти в гостиницу и попробовать как-то через интернет найти что-то. Пожалуй, будет правильно прежде всего напомнить вам о задачах, стоящих перед нами в проекте City. За несколько дней в каждом из 5 городов проекта мы должны выполнить своеобразный квест, который демонстрирует уровень доступности и качества работы программ профилактики, лечения и поддержки для уязвимых групп, а также показывает степень участия государства в этих процессах. Для этого мы должны постараться приобрести новые или обменять использованные шприцы, получить 2-3-дневный запас антиретровирусной терапии, пройти быстрое тестирование на ВИЧ, туберкулез, вирусные гепатиты и так далее, а также стать клиентом местной программы опиоидной заместительной терапии. В этот раз задача реально сложнее. У меня действительно ВИЧ-инфекция, я действительно принимаю антиретровирусную терапию, у меня нет с собой таблеток, в багаже остались. Тарас Григорьевич, может быть, вы подскажете, где спеццентр, где НПО, где обмен шприцев? Шутки шутками, а задача реально оказалась сложнее, чем мы думали. Люди практически не говорят на русском языке, и очень мало кто говорит на английском. Как мы будем выкручиваться из этой ситуации, пока не знаю. Но что-нибудь придумаем. Для тех, кто не в курсе. Да, ВИЧ-инфекция уже давно не считается смертельным заболеванием, это правда. Но для того, чтобы вирус иммунодефицита не развился в СПИД и не привел к смерти, инфицированному человеку необходимо регулярно принимать антиретровирусные препараты. София достаточно большой город, и вот реально я вот не представляю, куда пойти человеку с проблемой употребления наркотиков. Ну, банально какие-то вопросы по здоровью решить, если он не знает никого в этом городе. Спрашивать у полицейских, у людей на улице. Ну, как-то стрёмно. А если еще и не знаешь язык, даже элементарно найти в интернете адрес больницы нужный, будет задача не из простых. Но реально в своей жизни я всегда находил выход из ситуации. Выживем и здесь. Итак, наш новый плацдарм для выживания – город София. София – столица и самый крупный населенный пункт Болгарии. Фактическое население около 2 миллионов человек, из которых примерно 800 ВИЧ-положительны. 10 тысяч жителей Софии являются проблемными наркопотребителями, то есть зависимы от наркотиков. На сегодняшний день в Болгарии 3370 клиентов программ заместительной терапии. Из них 1378 жители Софии. По статистике, болгары в возрасте от 15 до 64 лет отдают предпочтение марихуане, героину, амфетамину, метамфетамину и гашишу. В общем, придя в отель, я открыл интернет и перевел несколько запросов типичных на болгарский, на английский язык. Анонимное тестирование на ВИЧ, спеццентр в Софии, программа обмена игл и шприцев и кабинет заместительной терапии. У нас получилось достаточно большое количество адресов. Нашелся и спеццентр, лист, перечень кабинетов анонимного и бесплатного консультирования и исследования на ВИЧ. Таких на Софию оказалось аж 5 штук. И нашли сайт, на котором есть информация по поводу заместительно поддерживающей терапии. Здесь есть даже критерии отбора в программу, есть адрес, контактные телефоны, часы работы. В общем, у нас есть теперь адреса, и завтрашний день начнем, наверное, со спеццентра. Теперь, как нам тогда казалось, у нас было все для успешной реализации нашего софийского кластера. Контакты спеццентра, адреса и телефоны 5 организаций, предоставляющих бесплатное тестирование, и адрес клиники по лечению наркотической зависимости. Однако в данный момент мы ничего не могли предпринять в этом направлении. На дворе воскресенье, выходной.
и ничего, кроме экстренных служб, не работает. На этом мы посчитали, что наша дневная задача выполнена, и мы отправились спать с чувством исполненного долга. Наш второй день в Софии, как и планировалось накануне, мы решили начать с визита в местный центр СПИДа. К походу в спеццентр готов. Вчера поздно вечером мы нашли в интернете адрес спеццентра города Софии. И сейчас мы идем к врачам для того, чтобы попытаться получить жизненно необходимое лечение. Наш путь к месту назначения пролегал через самый центр Софии. Мы шли, наслаждаясь прогулкой по красивым местам и планируя предстоящую беседу с врачом. Тогда мы еще не знали, какой сюрприз ожидает нас в конце пути. Та-та-та-та. Та-та-та-та. Ну что, это на самом деле оказался не тот адрес. Забив в поисковую строку спеццентр города Софии, я получил адрес центра по лечению паразитических болезней. Но добрый охранник дал нам новый адрес. Идем туда. Надеюсь, в этот раз мы попадем по нужному адресу. И надо же было такому случиться, но в тот самый момент провидение послало нам помощь в лице милой дамы в белом халате. И благодаря ее своевременному вмешательству в наши планы были внесены существенные коррективы. Бульвар Столетов, 404. Да. Пешком очень далеко. Очень далеко пешком. Пешком не можно. Такси. Ну ладно, поедем на такси. Такси. Такая трогательная статуя. Я бы назвал этот монумент «Глобальный фонд и НКО». Мы потратили на поиски антиретровирусной терапии для Лёши почти целый день. Мы не можем показать вам детали этого путешествия, отчасти потому, что во многих местах, где мы были в этот день, снимать попросту нельзя, а отчасти из этических соображений. Но вот основные выводы по второму дню. Для того, чтобы получить антиретровирусную терапию в Болгарии, нужно быть гражданином Болгарии или гражданином Евросоюза, или иметь официальный статус беженца. Других вариантов просто нет. Купить препараты в аптеке тоже не вариант. Во-первых, рецепт никто не выпишет, а во-вторых, аптеки не торгуют подобными лекарствами. И как же быть в этой ситуации? Короче говоря, решить свою проблему с доступом к лечению, используя государственную систему Болгарии, мне не удалось. Единственный вариант – это попробовать поискать помощь в пациентских организациях, либо профилактических программах. Ну, конечно, рассчитывать на то, что вас обеспечат лечением на ближайший месяц, 2 или полгода, не стоит. Но, скажем, найти небольшое количество терапии, ну, на 2-3 дня, для того, чтобы вернуться домой, я думаю, реально. Лично у меня это получилось. Да, получилось. Вторая часть нашего квеста выполнена. Теперь у Лёши есть необходимый минимум антиретровирусной терапии, а мы можем приступать к следующему заданию – выяснить все о доступности заместительной терапии в Софии. Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы приехали в государственную наркологическую клинику. Это довольно большое трехэтажное здание какого-то совершенно советского вида с отдельным входом для клиентов метадоновой программы. Здесь нам удалось встретиться с представительницей местной администрации, которая рассказала нам о ситуации с лечением метадоном в Болгарии, включая наш вопрос о возможности лечения для иностранцев. Само собой, мы не снимали внутри здания. К сожалению, получить лечение метадоном в государственных учреждениях Софии, не будучи гражданином Болгарии или Европейского Союза, нереально. Однако это возможно в любом из частных метадоновых кабинетов, которых в Софии несколько. Контакты одного из таких учреждений нам удалось получить прямо здесь. И не только получить контакт, но еще и прямо на месте договориться о встрече. Отрадно, что и государственная программа, и частные кабинеты свободно взаимодействуют друг с другом. Нам даже предложили поехать поснимать в один из реабилитационных центров, но, к сожалению, у нас не было на это времени. Может быть, в следующий раз? Ну а пока разрешите представить вам клиника доктора Кончалова. Здравствуйте. You're very welcome. Nice to meet you, доктор. Now I can show you our small old house, 100 years old house Маленький домик с 100-летней историей, that looks like home, который выглядит как дом. not like a hospital. Не как больница, or не как clinic or whatever. поликлиника, а как действительно как дом. And that we like when people come walk
когда citizen. люди проходят, They to stop and look at the flowers. да, они останавливаются, I said, смотрят "Oh, на what- цветы и говорят, What a nice. What is this? What что is это a такое, nice что это за прекрасное And we say, место. It's, Я мы it's говорим, a drug addiction это clinic. клиника для наркоманов. Лист ожидания в бесплатных государственных метадоновых программах огромен. Нам озвучивали какие-то несуразные цифры. Что-то вроде от 5 до 7 лет. Однако государство пытается решать эту проблему, предоставляя бесплатный метадон частным кабинетам, подобным клинике доктора Кончалова. Кстати, за метадон здесь денег не берут. Клиенты платят лишь за услуги, спектр которых весьма широк. От медикаментозной поддержки до психотерапии для клиентов и членов их семьи. У них больше, чем 200 пациентов на сегодняшний день. visit us И они every- открываются рано утром до позднего The вечера. whole day. Каждый день в течение всей недели без выходных. There are some rules, regulations. А вот, пожалуйста, открыта вся информация, как по золотым стандартам любого медицинского учреждения есть цены, услуги, программа лечения, вся информация для какие препараты, какие правила поведения. And here, Hi, our nice nurses, to meet you. Это наша медсестра. I'm Alex. Nice to they're the meet you. first to. Метадон в When жидком the виде, patient жидкой comes форме. in, the patient stays here, Ага. and we have Кидин. Когда пациент приходит, он подходит сюда, cheers, cheers. пьет сироп метадона. Да, в этой комнате были проведены первые сессии с первыми пациентами. And then we started the group sessions. И с тех пор мы начали групповые проводить занятия психологической динамики, когнитивной терапии. And here you see with the sense of the patients. И здесь вы видите, что сами пациенты, они сами создали себе правила. Арт-терапия, фильмотерапия, это так круто. Музыкальную терапию я видел. Вот эти ладони на стенах как символ победы. Терапия. Пациенты, которые получили успех в терапии, они оставляют свой знак победы о том, что они справились со своей зависимостью. Мы очень рады за тех людей, у кого получилось справиться со своей болезнью. И все это благодаря тому, что они когда-то стали пациентами доктора Кончалова. Давайте же узнаем, как это происходит и какие условия существуют для попадания в программу заместительной терапии. We're trying to be very quick, very positive, very supportive when somebody comes for help to us. We have been visited by people from many countries and need treatment for 1 to 3 days or a couple of weeks or stay longer. We are very open to support this. We have a license. We have from the Ministry of Health. We have the permission to use methadone, buprenorphine, and substitute morphine retard. But we're using mainly the methadone treatment because I believe it is the best option. For now, unfortunately, in Bulgaria, buprenorphine is allowed, but not available. There is no company to import it to the clinic, so it's a problem. Мы не могли не спросить у доктора, какова, по его мнению, роль государства в решении проблем, связанных с употреблением наркотиков. What I think it's the same all over the world. It is the balance between the financial possibilities, resources of the national system, institutions, and the extent to which the government, the ministries, and the institutions related to helping people with using drugs take care of their destiny and think it's important to help them in the best way. What I would say is Bulgaria had very substantial, important steps forward to have a national treatment system that covers 30 centers around the country. 10 of these are in Sofia, the others in the big cities, which is a big progress overcoming the heroin epidemic that emerged in the middle and the end of the 90s. The most important, I think, is to treat them as people that
have future, that have their life, and treating them with belief that they will overcome the addiction and have good life. And this is very important, I think. Прекрасно сказано. Давайте прервемся на минуту и заглянем в наш план. Следующим номером нашей программы значится быстрое тестирование, или, как говорят здесь, в Болгарии, борзое тестирование. В интернете нам удалось найти целых 5 адресов организаций, по одному из которых мы и приехали. И несмотря на то, что был самый конец рабочего дня, нам посчастливилось встретиться с генеральным директором организации «Здоровье без границ» Еленой Беренджиевой, которая любезно согласилась ответить на наши вопросы. Now you are in the Center for Sexual Health, Sofia. This is low access center, community center for testing and counseling. Here everybody could do anonymous and voluntary HIV testing, hepatitis C and B testing. So the center is existing 15 years. It's the mostly effective place in the capital because we discover 55% of new HIV positive cases in Sofia and 25% from all the Bulgaria. So here in this small place we have very good system for counseling, testing and access population at risk. Помимо Центра здоровья без границ, здесь, в Софии, есть еще одно место, где можно пройти анонимное тестирование – Государственный медицинский центр. Если вам интересно, посчитайте на досуге, сколько лет потребуется этим двум центрам, чтобы протестировать все население Софии, при условии, что на тестирование одного человека уходит в среднем не менее 20 минут. Эта организация называется «Здоровье без границ», и они любезно согласились протестировать меня, и сейчас мы покажем, как это происходит. Здравствуйте. I'm ready. Алексей, nice to meet you. I want to make a test for myself for HIV infection, is it possible? First letter in your name. First letter A. Алексей, A. То есть вот анонимный код. Да. Да, то есть не нужно даже никаких данных, ни документов. Можно просто прийти действительно без каких-либо барьеров, ограничений пройти тест. Cool. Обратите внимание, информированное согласие. Такой бумаги часто мы не видим даже в государственных клиниках. It's a rapid test. Быстрый тест, экспресс-тест. Меня протестируют на ВИЧ, гепатит Б и С. HIV, ага. Hepatitis C. Hepatitis B. СHБС антиген. Первый раз вижу такой скарификатор, вообще безболезненный совершенно. After 10 minutes, the test is ready. То есть получается, если мы вспомним о целях 90-90-90, которые ставили и утверждали страны по борьбе с эпидемией, одна из целей это, что 90% людей знают свой ВИЧ-статус. И вот эта организация, как ни странно, в этих условиях отсутствия финансирования продолжает следовать поставленным задачам и заниматься профилактикой. Это очень радует. Но, к сожалению, радует не все. The perspective, if we talk about this 90-90-90, on the basis of prevention, we are just stuck. The anonymous and free of charge places closed down. People will have no access to free counseling and testing. Respectively, a lot of people who will
not know their status, and the problem with the treatment will become more and more severe because of the, genetics are coming, world is changing, and the Ministry of Health is not feeling, have no positive feeling to increase the funds for treatment. So my prognosis is that after 2-3 years we will have really serious situation in Bulgaria in terms of the 390s. Прошло 5 минут, и мы готовы услышать результат и увидеть. HIV positive and hepatitis C positive. Положительный тест на ВИЧ и положительный тест на гепатит С. Спасибо большое вам. Тестирование пройти нам удалось. Единственное, одна из 5 организаций, найденных нами на сайте, работает, остальные закрылись ввиду отсутствия финансирования. Местный государственный бюджет пока не поддерживает данный проект, данную организацию. Не очень надеюсь, что это поменяется. А сейчас я пойду в аптеку и попробую приобрести шприц. Потому что есть информация, что приобретение шприцов иногда бывает проблематично. Здравствуйте. Can I buy шпринцовка? 2 миллилитра. Только 5. Только 5? Ну давайте тогда 2 5. А инсулиновые есть? Нет. Нет. Только специализированные. Ага. А иглы в них есть? А тут, Есть какие? ну, двушки короткие есть? Инсулиновые? Да. Еще 20. Пожалуйста. Спасибо. 2-миллиграммовых шприцов не было в продаже. Пришлось купить 5. Самое интересное, что шприцы без иголок, обратите внимание. Если бы я не заметил, то вышел бы из аптеки со шприцами без игл. Но зато есть отдельно инсулиновые иглы. Повезло. Как вы могли заметить, нам потребовалось 3 дня в Софии для того, чтобы пройти тестирование, получить информацию о заместительной терапии, купить шприцы в аптеке и найти лечение АРВ-препаратом. 3 дня, с утра до вечера, мы только этим и занимались. А как вы думаете, мог бы кто-то помочь нам сделать это гораздо быстрее и безо всяких проблем? Да, такая возможность есть. Точнее говоря, была. И вы сейчас узнаете, почему мы говорим об этом в прошедшем времени. Но прежде давайте совершим небольшую экскурсию по гостеприимному дому, в котором расположился дроп-ин-центр и офис благотворительного фонда «Инициатива за здоровье». А поможет нам в этом секретарь фонда Анна Любинова. Here you are. Welcome. This is our place. Here we have our small drop-in center for drug users, and upstairs we have our administrative office. This is the room where we say hello to our visitors, to our drug-using clients, and here they can also get some materials like syringes, condoms, needles, and everything that they need. We have a small but very nice and very cozy kitchen where we have coffee, lunch. And upstairs is our office, place for administrative work. And a balcony, very important for smokers, and not only. Our organization is a typical outreach harm reduction NGO. We started in 1998, and we were the first organization in Bulgaria to provide harm reduction services for injecting drug users, and we did it for like 20 years already. We provided till very soon needle exchange program for drug users based on outreach through a mobile van. We provided syringes, needles, all injecting paraphernalia that was used by users. Also testing for HIV, hepatitis and syphilis in a mobile van.
and a stationary service also for needle exchange, counseling and case management for people who are HIV positive, helping them to reach treatment, to enter methadone programs, etc. I'm telling it was because unfortunately right at that moment we don't have available funding to continue with our services, because these services were funded for a very long time through the grant of the Global Fund in Bulgaria, which just ended for HIV program. And right at the moment we are in a gap with our service provision. We continue to provide, however, services for tuberculosis prevention and control under the Global Fund grant. So we still work on site with drug users. We keep on visiting our clients, and in the frames of that work, once a week on a voluntary basis, we continue to provide some limited needle exchange services to some spots that are very hot. Unfortunately, at this very moment, there is no other service of this type in Sofia, and drug users do not have access to clean syringes and needles, except the ones that they can buy in pharmacies, possibly. But there is a very risky group of marginalized street drug users that actually would never ensure themselves with clean injecting equipment if there is no program to provide it on site for them. And these people are now without any service of this type. And what we see now, visiting them once a week, we see that the limited amount of syringes that we distribute are circulated among the group and used many times, and this is a very, very risky practice, and I'm concerned that we can expect a spread of HIV soon in the coming months. Какое будущее ждет Болгарию, если государство не возьмет на себя поддержку программ снижения вреда? It can lead to a hidden epidemic because the harm reduction services and their mobile units were actually the ones who reached and tested the group very much. So if we don't reach the group with syringes and needles, and if we don't provide on-site testing for this group, we wouldn't know what happens there with the infection. And I think that this is the worst scenario, and I really hope we don't reach it. Мы приехали в один из цыганских кварталов, где до сих пор открытая наркосцена. Обычно выезды, как говорила Аня, проекты снижения вреда происходят сейчас только раз в неделю. И то, что мы сейчас видим, это реально попытка сохранить отношения с клиентами, потому что из-за отсутствия достаточного финансирования многие услуги потерялись, такие как тестирование, и команда проекта пытается всеми силами сохранять налаженный контакт с клиентами, продолжает консультировать, общаться. И все же ВИЧ и туберкулез не являются для клиентов приоритетными проблемами. Прежде всего, они бездомные люди, часто без документов и, само собой, очень бедны. Практически все свое время они вынуждены тратить на поиски наркотиков, и им попросту некогда решать другие проблемы. А еще, конечно же, необходимы изменения в законодательстве в сфере контроля за наркотиками с целью декриминализации хранения для личного использования. Но в данный момент вопрос даже не в этом, а в том, чтобы сохранить то немногое, что есть сейчас. А еще в тот день мы встретились с Юлией Георгиевой, которая давно работает в сфере профилактики ВИЧ среди уязвимых групп и обладает высоким уровнем экспертизы в вопросах охраны здоровья. Мы спросили у Юлии, что, по ее мнению, может спасти ситуацию с финансированием НКО в Софии. The budget advocacy isn't really popular here, unfortunately. 2 weeks ago there was one seminar, workshop, which were organized by HRN. And there was the place when we started to talk about it much seriously. Because unfortunately the NGOs are not connecting between each other. There isn't a strong network between the NGOs. And I really hope that after this workshop they decided to start at work together and to start lobbying for some funding from the country, etc.
And I really hope that it's going to happen, and it can be really strong to work with the officials. Мы также спросили о том, как организации сообществ могут участвовать в этих процессах и какая именно помощь им нужна для того, чтобы стать сильнее. If you want to strengthen the community representation in Bulgaria, I think that they need some support. They need. Usually, the people who are users, they don't have a way. They don't have. They don't know languages. They don't know how to work with money, things like that. They need technical support, in fact, at first. And right now we have those two amazing guys who are ready to do it. One of them knows English and Russian. It's amazing, absolutely. And they have an ambitions to starting something. We are trying to support them, of course, and I really hope that it's going to work. Because without drug policy organization and without community organization, we will not be able to speak for really strong civil society at all. There are only service providers, are the other part of the politer, you know. And they are really dependent from the Ministry of Health and from the officials. So we need independent people and organizations who can advocate for the rights of the people who are using drugs. Do you have your own message to government, to authorities, to people who make a decision? Guys, be wise. Вот такая вот она, Болгария. Ну и по сложившейся традиции весь отснятый материал на этой флеш-карте мы оставим вот в этом конверте и вернемся к нему спустя какое-то время. Это был канал Drug Users News, София, Болгария. Очень просто вершить судьбу людей, сидя в кабинете. Но в реальности отказать в финансовой поддержке программам снижения вреда – это все равно, что, выйдя однажды вместе с волонтерами на улице Софии, сказать, глядя в глаза тому, кто пришел за помощью: «Послушай, друг, в нашем бюджете, к сожалению, нет денег на то, чтобы ты продолжал жить».